Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Готовлю легкое и вкусное блюдо на ужин по типу голубцов. Все смешал в духовку и через час все готово. Очень вкусно. И для этого 400 грамм капусты порезала полосочками, мельчить не нужно. Заливаю крутым кипятком и оставляю на 15-20 минут пропариться. А пока приготовлю зажарку. На сковородке с маслом пассерую лук до прозрачности. Затем добавляю морковку и пассерую 1 минутку. К морковке добавляю сладкий перец, у меня замороженный. И сразу же добавляю томатную пасту, у меня домашняя. Вы можете положить 1-2 столовые ложки томатной пасты. Немного поперчу и посолю. И обжариваю несколько минут, пока не испарится немного влага. Пока займемся фаршем. В 400 грамм говяжьего фарша я добавляю соль, перец, сухой чеснок, паприку и 100 грамм промытого сырого риса. 2 яйца и все хорошо вымешиваю. Ну вот капуста немного размягчилась, добавляю в нее фарш с рисом и все хорошо перемешиваю. Форму для запекания тщательно смазываю растительным маслом и выкладываю туда фарш с капустой и рисом. Лопаткой все хорошо разравниваю, прижимаю, чтобы везде было равномерно. Сверху фарша кладу вкусную зажарку, она еще горячая, но это ничего страшного. Лопаткой распределяю так, чтобы фарш весь был покрыт зажаркой и нигде не было просветов. И сверху смазываю все сметаной, жалеть не нужно, это будет очень вкусно. И теперь накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 190-200 градусов, на 45 минут. Затем фольгу сниму и отправлю в духовку еще на 15 минут, или пока немного не подрумянится. Ну вот наше блюдо и готово. Посыпаю ее зеленью. Нарезаю на порционные кусочки и можно подавать к столу. Она еще, конечно, очень горячая. Ну и посмотрите, какая красота разноцветная получилась. А ароматы стоят бесподобные. Сейчас я попробую. Ой, ну как же это вкусно, ну настоящие голубцы. Готовьте, друзья мои, и возиться не нужно ни с какими листьями. Все смешал в духовку и готово. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и в соцсетях. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч, пока-пока!